Он появился в особняке значительно раньше обычного. Дом криминального авторитета, расположенный на окраине Чикаго, всегда жил по строгим правилам: порядок, тишина, холодная выверенность каждого шага. Но в этот вечер воздух внутри был будто натянут до предела. Антикварные часы в холле показывали лишь 7 вечера. Слишком рано. В это время Ричард Коллинз, как правило, еще находился за закрытыми дверями, там, где решались судьбы людей, компаний и целых районов города. Сегодня этот распорядок дал трещину. Дверь закрылась почти беззвучно. Он вошел не как хозяин, а как зверь, привыкший чувствовать опасность. Уже собираясь подозвать охрану, он заметил движение в глубине дома. К нему вышла Эмили Харпер, молодая служанка, всегда старающаяся быть незаметной. Но сейчас она вела себя иначе. Она подняла палец к губам, умоляя о тишине. В его мире подобное было немыслимо. Одного взгляда Ричарда обычно хватало, чтобы люди опускали глаза. Но в этот раз злости не возникло. Вместо нее появилось тревожное чувство. Эмили была бледна. Пальцы дрожали, а взгляд словно просил не задавать ни единого вопроса. Он сделал шаг, и она почти невесомо преградила дорогу. В этот момент из гостиной донесся звук, не шаги и не голос. Это было дыхание. Слабое, сбивчивое, будто кто-то сражался за каждый вдох. Ричард напрягся. Рука по привычке потянулась к оружию, но девушка едва заметно покачала головой. В ее глазах не было страха, только отчаянная просьба поверить. Они прошли дальше. На диване, укрытая пледом, лежала маленькая девочка. Кожа была почти белой, губы сухими, лоб покрывал холодный пот. Рядом стояли миска с водой и лекарства. Она не приходила в сознание. Ричард впервые за многие годы понизил голос, спросив, кто она. Эмили рассказала, что обнаружила ребенка у служебного входа около часа назад. Девочка была без сознания, с высокой температурой и следами жестоких ударов. Охрана хотела избавиться от проблемы привычным способом. Но Эмили поняла, если вмешаются свои, ребенок не выживет. Она спрятала ее и попыталась помочь, понимая, что рискует всем. Ричард смотрел на девочку и чувствовал, как внутри поднимается нечто давно забытое. Когда-то он сам был таким же, ненужным, брошенным, живущим на улицах Нью-Йорка и слишком рано узнавшим, что такое боль. Он стал тем, кем стал, потому что тогда рядом не оказалось никого, кто бы остановился и попытался спасти. Он спросил, почему Эмили не убежала. Она тихо ответила, что девочка ни в чем не виновата. И что она знала, он поймет. В этот момент Ричард осознал смысл ее шепота. Она защищала не себя. Она защищала жизнь в доме, где смерть была обыденностью. Он приказал немедленно вызвать лучшего врача, не из своего круга, а из обычной городской клиники Чикаго. Охране было велено забыть увиденное. Любая утечка означала бы конец. Впервые за долгие годы он использовал свою власть не для запугивания, а ради спасения. Когда врача увезли девочку в больницу, Ричард долго стоял в пустой гостиной. Эмили ожидала наказания. Но он сказал лишь одно, что она сделала то, на что не способны многие, считающие себя сильными. Иногда один тихий поступок может остановить целый мир. И иногда именно там, где правит тьма, неожиданно рождается человечность.